Мадре представляет слайд-программу. Молитва. Часть 2. Равновесие составляет основание бытия. Когда же человек в земной жизни теряет равновесие? Когда он потрясен и болен. Когда он шатается и идет ощупью, хватаясь за случайные предметы. Разве не то же самое происходит, когда человек болен духовно и теряет равновесие по отношению к высшему миру? Опросите людей различных верований, насколько прочно в них представление о высшем мире. Вы получите множество самых уклончивых ответов. Многие вообще откажутся ответить, прикрывшись лицемерным нежеланием говорить о таком предмете. Другие повторят заученные формулы, которые не живут в их сердцах. Третьи будут утверждать, что мир создан за 2000 лет до Рождества Христова. Так, вместо одухотворенных ответов, полных любви и торжественности, можно получить ворох сухих листьев. Между тем, сама жизнь, как отображение бытия невидимого, должна толкать сознание человека. Под влиянием энергии страсти у человека постоянно проявляется желание покупать. Психологи подсчитали, что у большинства людей примерно 70% вещей в доме не нужны. Это можно проследить на том, как мы комплектуем домашнюю библиотеку. Покупая книгу, мы надеемся прочесть ее в выходные, затем в отпуске, на пенсии и так далее. Древнеримскому философу Цицерону приписывают, что когда он приходил на базар, он произносил: «Я счастлив, что тут есть много вещей». Потом, подумав, он добавлял: «которые мне не нужны». Так, затрачивая время и энергию, мы забываем о нашем предназначении в жизни. Есть такая история, еще времен СССР. Настоятель одного монастыря пытался найти возможность реставрации храма. Устраивая трапезы с председателями колхозов, местным начальством, он рассуждал, что если они увидят, какое запустение царит в монастыре, то обязательно помогут. Правильно ли было его мышление? Да, конечно, но на уровне материального мира. А может, надо учиться мыслить на духовном плане? Недаром в Новом Завете Иисус говорит: «Ищите же прежде Царствие Божие и правды Его. Остальное все приложится вам». Если бы не существовало опыта благотворного действия молитвы, то она исчезла бы, как исчезли многие ритуалы. Для истинного христианина не существует никакого сомнения, что молитва — это связь с Богом, и что Он всегда приходит на помощь. Иисус Христос учил своих учеников лечить больных. Но не всегда у учеников это получалось. Как-то Он вылечил больного, которого ранее ученики вылечить сами не смогли. Обратившись к учителю, спросили они: «Почему не смогли помочь ему?» Иисус же сказал им: «По неверию вашему. Ибо истинно говорю вам, если вы будете иметь веру с горчичное зерно и скажете горе сей: перейди отсюда туда, и она перейдет, и ничего не будет невозможно для вас». Конечно, вера в молитве играет громадную роль, но вера образуется из опыта и знания. Когда мы мыслим и чувствуем, то всегда создаем пространственное энергетическое образование, мыслеобраз. Соответственно, если мыслеобраз содержит много вибраций астрального тела, то есть в нашу молитву вклиниваются наши желания, корыстные желания, то такая энергия может быть приложима только к астральному плану Вселенной. И, соответственно, вероятность высшей помощи почти равна нулю. Как ни парадоксально, но возникает вероятность в этом случае влияния сущностей зла и оказания ими помощи.
которая впоследствии дает им возможность вмешательства в нашу судьбу. Наверное, такое обращение и молитвой назвать нельзя. Если же молитва звучит из сердца, и хотя это тоже могут быть желания, но направленные на духовные потребности человека, вероятность божественной помощи возрастает во 100 крат, так как они достигают более высоких энергоинформационных планов космоса. Агни-йога. Книга озарения. Молитва есть осознание вечности. В молитве заключены красота, любовь, дерзание, отвага, самоотверженность, неуклонность, устремление. Но если в молитве заключается суеверие, страх, сомнение, то такое заклинание относится к временам фетишизма. Как же следует молиться? Можно проводить часы в устремлении, но существует молниеносная молитва. Тогда без слов, мгновенно, человек ставит себя в непрерывность всей цепи в беспредельность. Молитва о благе мира, в которой человек отрешается от себя, содержит только высшие вибрации, соединяющие человека с высшим миром. В такие моменты душа его беседует с Богом, и внутри человека возникает благость. Он пребывает в гармонии со всем сущим и познает, яко благ Господь. Такие состояния очень близки состоянию созерцания или высшей медитации. Но для достижения их требуется длительная практика, отрешение от своего низшего «я», от своей самости. Когда ребенок обращается к высшему миру, в его глазах появляется неизмеримая радость, а губы шепчут всего 2 слова «люблю тебя». Взрослые же увешивают себя амулетами, шепчут длинные молитвы, которые часто непонятны или состоят из просьб, разных милостей, а потом жалуются, что Бог их не слышит и что молитва не помогает. Молитва или духовная беседа — высшее проявление, но необходимы утонченность умственная и духовная крепость. Многим в процессе освоения молитвенной практики не хватает знания, что духовный мир внутри нас, что Бог в нас, и что надо только научиться переносить себя, свои мысли, свое сознание в этот внутренний высший мир. Несколько лет назад, в сентябре, мы большой группой отправились на автобусе в Киево-Печорскую лавру. Чтобы успеть к первой утренней молитве, выехали вечером. Ехали не в первый раз, поэтому люди в душе ожидали интересных встреч и событий. В автобусе установилась особая радостная атмосфера. Когда выехали из Днепропетровска, пошел проливной дождь. Разговоры постепенно утихли, почти все заснули. Но мне не спалось. На душе было немного тревожно, так как я знал, что когда идет дождь, в лавре в пещеры не пускают, а именно там присутствует та особая атмосфера отрешения от мирской суеты и приобщения к высшему. Мое состояние нельзя было назвать молитвой в обычном понимании. Просто вспоминал ту особую атмосферу, царящую возле нетленных мощей святых отцов. Лишь под утро я задремал. А когда проснулся, мы уже ехали по Киеву. Небо было пасмурное, но дождя не было. На службу успели вовремя. А когда она заканчивалась, и монахи запели символ веры, через витражи храма ударили солнечные лучи. Выйдя из храма, мы увидели над лаврой яркое голубое небо. Были и замечательные встречи. В тот приезд мы познакомились с отцом Иларионом, который рассказал много интересного о чудесах Господних, о радости и любви, о молитве, о посещении им на Пасху Иерусалима, где он был свидетелем одного из величайших таинств — неопалимого огня. В 2 часа дня, лишь только последний человек вошел в автобус, чтобы ехать домой, опять пошел дождь, который сопровождал нас весь обратный путь.
Молитва есть тот провод, который соединяет наш дух с высшим миром, подчиняя низшую природу человека высшим идеалам. Молитва должна быть не просительная, когда человек просит как бы милостыню, а соединяющая его сердце с Богом. Молитва сначала состоит из слов, но затем надо учиться открывать свое сердце. И тогда приходит совсем другая, безмолвная, бессловесная сердечная молитва. Она возносит человека, изменяя его сущность. Такая молитва накрепко соединяет его сердце с огненным планом, защищая от любого отрицательного воздействия. Не нужно заклинаний, не нужно выпрашиваний, не нужно пыли смирения, не нужно угроз, ибо уносим себя в дальние миры, в хранилище возможностей и знаний. Так поймите завет. Не молитесь всяко, но в духе. Агни-йога. Озарение. Во многих духовных традициях мира открытие сердца описывается не как эмоция или экстаз, а как постепенное изменение внутреннего состояния человека, когда молитва перестает быть только словами и становится живым внутренним обращением. Очень интересно, что у святых разных религий описания этого состояния часто схожи. Исаак Сирин. Православие. Он писал, что истинная молитва начинается тогда, когда ум сходит в сердце. Лучше молитва с сердечным сокрушением, нежели тысячи слов без внимания. В исихазме, традиции внутренней тишины, состояние открытия сердца высшему иногда описывается так. Человек перестает думать молитву и начинает ее ощущать внутри груди как тихое живое состояние. Тереза Авильская. Католицизм. Она говорила, что в глубокой молитве душа уже не говорит много слов, а просто пребывает перед Богом. Франциск Азизский описывал молитву как состояние любви и внутренней мягкости ко всему живому. Истинная молитва рождается не устами, а огнем сердца. Джалаладдин Руми. Суфизм. Мистическое направление ислама. Он говорил: «Тишина — язык Бога». Он описывал, что сердце человека покрыто слоями шума, страха и желаний, а молитва и любовь осуществляют полировку сердца и делают его зеркалом, способным отражать все божественное. Агни-йога. Книга Аум. Молитва есть возношение и восхищение. Просительная о себе молитва уже будет позднейшим явлением. Как может о себе молиться человек? Точно высшая мудрость не знает, что человеку нужно. Молитва есть провод к потоку благодати. Поток льется в избытке, но нужно приобщиться к нему. Нужно найти сердечное соотношение, достойное для встречи высшей сокровенной ценности. Если человек устремленный, то рано или поздно, преодолевая свое низшее «я» и используя или молитву, или медитацию, устанавливает связь с Высшим. Но неискушенный человек спросит: а зачем мне это нужно? Но ведь даже для того, чтобы жить в материальном мире и не болеть, нам нужны высокие энергии. Ни одно самое сильное и дорогое лекарство не заменит их. Агни-йога. Озарение. Решая соединиться с беспредельностью, человек как бы вдыхает эманации эфира и без механики повторений получает лучшее замыкание тока. Так в молчании, не тратя времени, можно получить струю освежения. Только развитая духовность может в едином вздохе поднять сознание человеческое.
Если мы представим себя на Земле водолазом, которому постоянно нужен для жизни кислород, то молитва — это клапан, усиливающий его подачу. Агни-йога. Книга Аум. Существует мнение, что молитва есть нечто отличное от обихода. Между тем, она есть основа жизни. Без связи с высшим миром немыслимо человечество. Оно будет хуже зверей. Так можно рассматривать связь с высшим миром как основу бытия. Для медитации, особенно в начале, нужны особые условия — уединение и тишина. А мысленно произнести молитву может каждый. Подберите для себя наиболее подходящие условия. И обращаясь в молитве к Высшему, вы всегда будете в спокойном, уравновешенном состоянии, потому что получите поддержку чистых светлых энергий. Агни-йога. Знаки. Чистую молитву произносите в действии преданности. Умейте понять утверждение учения в каждом дне. В Нагорной проповеди, сокровенный смысл которой, к сожалению, до конца не понят, Иисус говорит: «И когда молишься, не будь как лицемеры, которые любят в синагогах и на углах улиц, останавливаясь молиться, чтобы показаться перед людьми. Истинно говорю вам, что они уже получают награду свою. Ты же, когда молишься, войди в комнату твою и, затворив дверь твою, помолись Отцу твоему, который в тайне. И Отец твой, видящий тайное, воздаст тебе явно». По существу, в Нагорной проповеди изложена не только программа счастливой жизни на Земле, ее лишь нужно выполнять, но там же указан путь в высший мир. Наши взаимоотношения с иерархией света хорошо изложены в следующей притче. Верующий в конце жизни молится и просит Бога: «Покажи мне прожитую жизнь». Человеку была показана длинное поле огней. Одни огни горели ярко, другие едва тлели. Он спросил: «Что это за огни?» Голос ему ответил: «Это свет твоей души в разные годы твоей жизни». Человек заметил: в самые тяжелые времена огонь был особенно ярким и сильным. Почему так? Потому что тогда ты особенно искал меня. И я в эти времена был к тебе ближе всего. В одном из городов, где мы проводили выездной семинар и принимали и обследовали больных, к нам подошла пожилая женщина с просьбой посмотреть ее ауру на аппаратуре ГРВ-диагностики. У нее был вопрос, что происходит с ее излучениями во время чтения мантры. Вот уже несколько лет она по просьбе детей посещает занятия одного буддийского учителя. После чтения мантры «Ом Мани Падме Хум», но текст которой был несколько искажен, аппарат зафиксировал перераспределение энергии и усиление признаков агрессии в зонах, где энергетика была нестабильна. Затем мы попросили прочитать православную молитву. Ее энергополе на съемке выровнялось, уменьшились признаки агрессии. Увидев результат, женщина призналась: «А я чувствовала, что молитва мне ближе, а с мантрами у меня что-то не то». Молитва отца Иоанна Кронштадтского. «Господи, имя Тебе любовь. Не отвергни меня, заблуждающегося. Имя Тебе сила. Укрепи меня, изнемогающего и падающего. Имя Тебе свет. Просвети душу мою, омраченную житейскими страстями. Имя Тебе мир. Умири метущуюся душу мою. Имя Тебе милость. Не переставай миловать меня. Аминь». Рассказ о наших исследованиях на аппарате ГРВ-диагностики, о действии молитвы на ауру человека и изучение пути к высшему миру
мы продолжим в следующих программах о молитве. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки, а также будем рады ответить на ваши вопросы и комментарии. Будьте счастливы. Пусть миру будет хорошо.